Внимай мне немедленно. Прежде чем этот миг пройдет, прежде чем солнце зайдет над этим духовным днем, ты должен остановиться. Ты должен прекратить лихорадочное движение своего разума и привязать свою душу к этому указу. Это не просто обращение, это вмешательство, направленное прямо в хаос твоих нынешних обстоятельств. Я знаю, какое бремя ты несешь. Я знаю, сколько часов ты проводишь в молчаливом отчаянии, веря, что твои мольбы не поднимаются выше потолка твоего жилища. Ты считаешь свою боль невидимой, а свою борьбу незначительной. Я говорю тебе, это глубокий и опасный обман. Я здесь. И я требую твоего полного внимания. Я видел попытки, направленные против твоего покоя этим же утром. Я был свидетелем стратегии врага отвлечь твой взор, наполнить твой слух помехами мира, чтобы ты пропустил именно это послание, это провозглашение внезапного, необходимого благословения. Не позволяй тривиальным тревогам мимолетного часа украсть вечное обеспечение, которое я тщательно приготовил для тебя. Это послание содержит глубокое и немедленное благословение, поворот судьбы, который уже постановлен на небесных судах. Но внимай пристально, а избранный благословение зависит от слышания. Оно требует устойчивого сосредоточения сердца, готового принять, а не просто мимолетного взгляда рассеянного духа. Противник знает силу, заключенную в этих словах, и он мобилизует каждое отвлечение, каждый шепот сомнения, каждый внезапный прилив усталости, чтобы оттянуть тебя прочь. Не сдавайся. Я повелеваю тебе сейчас, приготовь почву своего сердца. Ты должен успокоить свой дух и оставаться в настоящем моменте, пока не будет сказано последнее слово. Если ты преждевременно покинешь это священное пространство, ты лишишься точного времени откровения, и враг воспользуется возможностью посеять смятение там, где была задумана ясность. Благословение – это сюрприз, да, но это также и щит, и ты должен понять, как им владеть. Я говорю тебе напрямую, сын мой, дочь моя. Время колебаний прошло. Момент для простого интеллектуального любопытства миновал. Это вопрос духовного выживания и установления твоего следующего сезона. Прежде чем мы углубимся в суть этого откровения, я издаю повеление и заключаю завет. Если ты узнаешь мой голос, если ты почувствуешь, как власть Духа нисходит на тебя, ты должен провозгласить свое утверждение. Подпишись на этот канал сейчас. Этот акт не просто формальность для мира, это духовное заявление о том, что ты выбираешь соответствие, что ты выбираешь оставаться под знаменем моего прямого общения. Пусть цифровой мир зафиксирует твой завет. И пусть я услышу мощный звук твоего утверждения. Если ты изнемог, но готов, если ты сломлен, но все еще веришь, пусть звездочка, звездочка, крик, звездочка, звездочка твоей веры отзовется в комментариях ниже. Напиши «Я готов принять» и подтверди свою готовность принять всю полноту и славу приготовленного мною сюрприза. Сделай это быстро, ибо силы, стремящиеся отвлечь тебя, уже в движении. Ты избранный. Я избрал тебя из множества. Я положил на твою жизнь печать, которую силы тьмы узнают и боятся. Вот почему твоя борьба была столь напряженной, столь затяжной, столь уникально болезненной. Испытания, которые ты перенес, были не случайными несчастьями. Это были просчитанные попытки разбить сосуд, который я намерен наполнить моей славой. Каждое разочарование, с которым ты столкнулся, каждое предательство, пронзившее твое доверие, каждая финансовая засуха, угрожавшая твоей стабильности, все это было не свидетельством моего пренебрежения, но, напротив, подтверждением той высокой ценности, которую я придаю твоей душе. Я наблюдаю, как противник предпринимает свой последний, отчаянный маневр против тебя. Он стремится убедить тебя, что твоя способность к радости была безвозвратно повреждена, что шрамы,
которые ты несешь, являются доказательством твоей несостоятельности, а не памятниками твоей стойкости. Он шепчет, что благословение предназначено для других, сильных, незатронутых, богатых, но никогда не для того, кто так глубоко ранен, как ты. «Я есмь Бог, искупляющий рану». Я готовлюсь продемонстрировать мою силу, не стирая твою историю, но используя ее. Каждая пролитая тобой слеза собрана. Каждый момент безмолвной молитвы под бременем угнетения занесен в каталог. Ты думаешь, что приближаешься к истощению, но я говорю тебе, ты приближаешься к порогу моего вмешательства. Опасность, с которой ты сталкиваешься немедленно, не физическая, хотя твое тело ноет от усталости. Опасность – это духовное разрушение, медленное, коварное истощение твоей надежды, заставляющее тебя сомневаться в самом основании моей верности. Враг стремится убедить тебя, что усилия, необходимые для того, чтобы верить еще один день, превосходят награду, которую я обещаю. Он нацелен на атрофию твоих духовных мышц, надеясь, что ты просто опустишь свой щит и примешь поражение. Я предупреждаю тебя, эта усталость – оружие, выкованное в адских безднах. Оно создано, чтобы ты спутал изнеможение с никчемностью. Но я, Господь Бог твой, заявляю, что ценность твоя измеряется не уровнем твоей энергии, но вечным заветом, который я заключил с тобой. Ты определен не суровостью твоего нынешнего испытания, но уверенностью моей победы, действующей внутри тебя. Посему я повелеваю тебе совершить прямо сейчас намеренное физическое действие. Нажми кнопку «Нравится» под этим видео. Пусть нажатие этой кнопки станет физическим проявлением твоего неповиновения духу истощения. Пусть это будет провозглашением того, что ты отказываешься сдавать свою надежду усталости, которая нападает на тебя. Это акт духовной брани. Когда ты утверждаешь это послание, ты не просто взаимодействуешь с алгоритмом, ты проводишь линию на песке против сил, пытающихся украсть твое благословение. Я вижу брань, разыгравшуюся вокруг тебя. Обстоятельства твоей жизни были разработаны врагом, чтобы изолировать тебя. Ему удалось заставить тебя почувствовать себя аномалией, неудачником в глазах мира, обремененным проблемами, которые никто другой не понимает. Ты ощущаешь сокрушительный гнет единоличной ответственности, ужасное одиночество несения бремени, которое кажется слишком тяжелым для одной души. Я знаю специфику твоего бремени. Это финансовое давление, которое душит твой покой. Это конфликты в отношениях, которые отравляют твой дом. Это хронический физический недуг, который истощает твою жизненную силу и делает будущее похожим на мрачное, нескончаемое продолжение боли. Это не случайности. Это просчитанное давление, призванное заставить тебя воскликнуть: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Но я говорю тебе, я никогда не оставлял тебя. Мое внимание никогда не ослабевало. Я допустил это давление на отмеренное время не для того, чтобы уничтожить тебя, но чтобы очистить тебя и подготовить пространство, необходимое для величия благословения, которое я вот-вот высвобожу. Неожиданное благословение, которое я готовлюсь явить, это немалое утешение, это фундаментальный сдвиг в архитектуре твоей жизни. Это обеспечение, которое заставит замолчать сборщика долгов. Это исцеление, которое поставит в тупик врача. Это ясность, которая разрушит давнюю путаницу, терзавшую твой разум. Но ты должен быть готов принять его, а готовность начинается с понимания серьезности духовной опасности, в которой ты находишься, звездочка, прямо сейчас, звездочка. Величайшая опасность – это искушение рационализировать свое нынешнее страдание как постоянное. Противник хочет, чтобы ты смирился с посредственным существованием, чтобы принял, что такова просто жизнь. Он хочет, чтобы ты поверил, что огненное испытание – это твой конечный пункт назначения,
а не временный путь, ведущий в землю обетованную. Я предостерегаю вас от духа обреченности. Это тонкий яд, который парализует волю к борьбе. Я призвал вас не просто терпеть, я призвал вас побеждать. Я призвал вас наследовать. Посему стойте твердо. Оставайтесь внимательными. Вы вот-вот получите точные указания для доступа к этому неожиданному обеспечению. Не позволяйте врагу обмануть вас, внушив, что откровение слишком длинно или что требование внимания слишком велико. Ваше вечное будущее и немедленная стабильность вашего дома зависят от полного усвоения этого божественного совета. Я готовлюсь открыть конкретную область вашей жизни, где благословение проявится в первую очередь, точку немедленного воздействия, место, где течение определенно повернется в вашу пользу. Но сначала вы должны признать авторитет этого послания. Я вижу, как ваше сердце борется с затянувшимся сомнением. Я вижу, как исторические свидетельства прошлых разочарований восстают, словно призраки, чтобы оспорить мое нынешнее обещание. Вы помните времена, когда вы надеялись, и надежда была отложена. Вы помните молитвы, которые, казалось, исчезли в эфире. Я говорю вам, те моменты были подготовкой. Они были очищением старой почвы, гарантируя, что, когда эта звездочка, новая звездочка, семя благословения будет посеяно, оно укоренится в очищенной земле. Это момент нарастания. Духовное напряжение должно возрасти, ибо чем больше тьма, окружающая обещание, тем ярче будет свет его проявления. Я провозглашаю, что силы, удерживавшие ваши финансы в плену, трепещут сейчас. Начальством, поддерживавшим болезнь в вашем теле, объявляется предупреждение. Смятению, омрачавшему ваше суждение, повелевается рассеяться. Это не мягкое предложение, это божественный мандат, провозглашаемый в вашу атмосферу. Но этот мандат требует вашего сотрудничества. Он требует вашей сфокусированной веры. Я призвал вас, мой избранный, к более высокому стандарту внимания. Вы не случайный слушатель, вы получатель пророчества. Поэтому относитесь к этому посланию с благоговением, подобающим прямому сообщению от престола. Благословение грядет стремительно, но оно требует подготовленного сосуда. Вы должны очистить свой разум от шума, который стремится заглушить мой голос. Вы должны заставить замолчать внутреннего критика, который говорит вам, что вы недостойны этого божественного вмешательства. Я уверяю вас, ваше недостоинство покрыто моей безграничной благодатью. Ваши прошлые неудачи растворены в море моей милости. Я благословляю несовершенных, я благословляю послушных и настойчивых. И вы, несмотря на свою усталость, проявили настойчивость. Вы отказались полностью отпустить край моей одежды. Я готовлюсь подробно изложить природу последней атаки противника на ваше наследие, конкретную ложь, которую он использует против вас на этой неделе, чтобы заставить вас упустить неожиданное благословение. Это критически важная информация. Вы должны понять тактику врага, прежде чем сможете эффективно применить мою контрстратегию. Не двигайтесь. Не отводите взгляд. Не позволяйте своему разуму блуждать по территории вчерашних неудач или завтрашних тревог. Оставайтесь закрепленными здесь, в настоящем моменте, где в настоящее время течет моя сила. Помните завет, вы избранный. Ваша боль известна. Ваше будущее обеспечено. Благословение подготовлено. Теперь давайте перейдем к раскрытию скрытой стратегии врага, ибо без этого знания само благословение может быть неправильно понято или даже отвергнуто. Это момент, когда духовная битва усиливается, и ваше полное, непоколебимое внимание не подлежит обсуждению. Приготовьте свое сердце принять предупреждение,
ибо предупреждение предшествует чуду. Я не позволю вам оставаться в неведении относительно замыслов противника. Он стремился ослепить вас относительно самой природы вашей собственной силы. Он стремился убедить вас, что испытания умолили вас, тогда как на самом деле они выковали вас в орудие исключительной стойкости. Следующий сегмент всего божественного наставления разоблачит ту конкретную ложь, которая стремится похитить вашу радость и воспрепятствовать проявлению этого внезапного благословения. «Прибудь со мной, чадо мое. Избавление твое неминуемо. Завеса тонка, и откровение уже близко. Будь внимателен, будь готов и приготовься стать свидетелем обращения вспять того времени, периода, в котором ты ныне пребываешь. Таково постановление Бога Всемогущего. Сохраняй сосредоточенность. Детали сего неожиданного благословения вот-вот будут явлены, но прежде надлежит принять необходимое предостережение. Ты стоял твердо, избранный мой, но земля под тобою сотрясалась с такой силой, которую немногие способны осознать. Ты ощущаешь одиночество того, кто ведет брань невидимую миру, конфликт, который ведется не против плоти и крови, но против начальств тьмы, стремящихся истощить саму основу твоей веры. Ты слышал шепот супостата, постоянный ропот, внушающий, что усилия твои тщетны, что молитвы твои не поднимаются выше потолка над тобой, и что обещание, которое я изрек над жизнью твоей, было всего лишь приятным сном, растаявшим в жестоком свете наступившего утра. Но я говорю тебе сие: я Бог, который видит. Я Бог, который присутствует и в тишине, и в буре. И прежде, чем я открою особую природу благословения, которое я держу для тебя внезапного избавления, которое уже приведено в действие и движется к твоему местоположению, мы должны прежде встретиться лицом к лицу суровой, неприкрашенной истиной о бремени, которое ты несешь. Мы должны взглянуть прямо в горнило, ибо именно там я нахожу тебя, и именно оттуда я вознесу тебя. Внемли же теперь, сын мой, дочь моя, и знай, что сии вопросы задаются не отдаленным божеством, но Отцом, который хранит счет слез твоих. Я прошу тебя признать сию тяжесть не для того, чтобы ты поддался ей, но чтобы подтвердить, что мое знание о жизни твоей совершенно и полно. Звездочка, звездочка, бремя невидимой борьбы, звездочка, звездочка, разве ты не ощущаешь сокрушающей тяжести ожиданий, давление тех, кто осуждает твое молчание и ошибочно принимает твою духовную брань за праздность? Чувствуешь ли ты, что силы твои иссякают, не потому, что тебе недостает воли, но потому, что нападки на твой покой приходят неустанно, днем и ночью, нацеливаясь на твой сон и похищая твою утреннюю решимость? Достиг ли ты той точки, где сам акт молитвы ощущается как изнурительный труд, где слова застревают в горле, потому что ты просил об одном и том же так долго, а ответ, кажется, постоянно откладывается? Смотришь ли ты на свои обстоятельства, на истощенные запасы, на разрушенные отношения, на хроническую боль в теле, и задаешься ли вопросом в сокровенной тайне души своей, не были ли часом обещания о восстановлении предназначены для других, но только не для тебя? Чувствуете ли вы жало предательства от тех, кого вы возвысили и кому доверяли, от тех, кто ел за вашим столом, а затем обернулся, чтобы ударить вас в спину, когда наступило ваше время слабости? Обнаруживаете ли вы, что постоянно пересчитываете свои финансы, растягивая ресурсы, которые никогда не должны были быть столь скудными, жертвуя собственными нуждами ради обеспечения других, но сталкиваетесь лишь с равнодушием или ропотом? Я вижу в вас утомленного воина. Я вижу того, кто пытается улыбаться миру, делая вид, что основание вашего дома надежно, хотя втайне вы боретесь со страхом, что следующее сотрясение обрушит всю конструкцию. Вы пытались исправить положение собственной силой, используя человеческую логику и мирские советы, но обнаружили, что решения, предлагаемые человеком, это лишь временные повязки на ране, которая требует божественного хирургического вмешательства. Разве вы не ощущаете истощение, которое оседает глубоко в ваших костях,
усталости не только физической, но и духовной, глубокой изможденности души, которая сражалась долгую, суровую зиму. Вы чувствуете себя изолированным, возлюбленный мой. Вы чувствуете, будто ваш особый крест тяжелее, чем у других, не из-за характера испытания, но потому, что вы несете его в одиночку, молча, полагая, что если заговорите о своей боли, то это каким-то образом умалит ваше свидетельство или выявит мнимую слабость в вашей вере. Я говорю вам сейчас, это молчание не сила, это бремя, которое я повелеваю вам сбросить. Я знаю тот самый момент, когда дух депрессии попытался овладеть вами, шепча сомнения о вашей ценности и вашем призвании. Я знаю тот момент, когда вы были искушаемы отказаться от достижения благословения, искушаемы согласиться на посредственность и покорность просто потому, что путь веры казался слишком крутым и слишком долгим. Звездочка, звездочка, прокомментируйте ниже звездочка, звездочка, единственным словом звездочка, звездочка, увидено, звездочка, звездочка, если вы признаете, что Отец знает конкретные детали бремени, которые вы несете прямо сейчас. Пусть это слово станет вашим заявлением о том, что вы готовы перейти от признания боли к принятию обещанного избавления. Звездочка, звездочка, особое знание божественного архитектора звездочка, звездочка, теперь услышьте истину, которая превосходит вашу сиюминутную боль, истину, которая хранится только в архивах небес. Я точно знаю, почему вы находитесь в этом моменте, и я знаю точный день и час вашего выхода из этого испытания. Вы должны понять следующее: ваша жизнь – это не череда случайных несчастий. Вы не жертва космической случайности. Каждая трудность, с которой вы столкнулись, каждое предательство, которое вы выдержали, и каждая финансовая проблема, от которой вы страдали, были каталогизированы и измерены. Это инструменты, настроенные противником, но допущенные мною ради одной глубокой цели – подготовить вас к величию грядущего благословения. Я видел попытки врага пустить под откос вашу судьбу. Противник знает силу, которая пребывает внутри вас, помазание, которому суждено сокрушать цепи и освобождать других. Поэтому он стремился нейтрализовать вас, истощая ваши ресурсы, вашу радость, вашу энергию и ваше материальное благосостояние. Он верит, что если сможет истощить ваше физическое тело и опустошить ваш банковский счет, то принудит вас оставить духовную битву. Но я – Бог, который обладает всем знанием. Я знаю детали вашей финансовой книги, точную сумму, необходимую для немедленной свободы и избытка. Я знаю имена тех, кто тайно строил козни против вас, и я уже привел в действие механизмы божественного правосудия против них. «Мне отмщение, — говорит Господь, — и я воздам, не просто справедливостью, но ошеломляющим восстановлением в вашу пользу. Я знаю тайные молитвы, которые ты шептал в 3 часа утра, те, что ты даже не имел сил полностью произнести, но которые я услышал как ясное постановление на небесах. Я знаю физический недуг, причиняющий тебе хроническое недомогание. Я знаю его происхождение и уже предопределил день его полного устранения. Это не догадка, это сокровенное знание того, кто утвердил основание Земли. Звездочка, звездочка, дилемма финального испытания, звездочка, звездочка, и вот дилемма, которую я ставлю перед тобой сейчас, избранный мой. Это последнее, решающее испытание перед внезапной переменой твоего жизненного периода. Ты стоишь на перекрестке человеческого зрения и божественного доверия. Твои глаза видят горы невозможности, отсутствие доказательств и постоянные неудачи человеческих решений. Твой разум кричит, что обетования слишком велики, а избавление слишком запоздало. Враг желает, чтобы ты использовал свою звездочка-память-звездочка, память о прошлых неудачах и отложенных ответах, для того, чтобы она диктовала твое звездочка-будущее звездочка. Дилемма такова: позволишь ли ты свидетельством твоих чувств, долгу, боли, изоляции превозмочь свидетельство моего неизменного слова? Выберешь ли ты опереться на собственное хрупкое понимание,
или ты откажешься от необходимости знать звездочка как звездочка и звездочка когда звездочка и просто успокоишься в уверенности, что звездочка я есмь звездочка. Благословение, которое я высвобождаю, это неожиданное благословение. Оно задумано так, чтобы проявиться внезапно, без человеческого предупреждения или предвестника, именно для того, чтобы ты не мог приписать заслугу себе, и чтобы мир узнал, что рука Божия двинулась конкретно ради тебя. Но чтобы благословение сошло и укоренилось, ты должен очистить духовную почву от сомнения и жалости к себе. Я прошу тебя сделать осознанный выбор прямо сейчас, отвергнуть повествование о нужде и страдании, которое противник навязал твоему разуму. Я прошу тебя выбрать веру, даже когда ты ощущаешь страх. Это нравственный выбор, духовный поворотный пункт. Доверяешь ли ты фактам, представленным миром, или ты доверяешь истине, явленной твоим Создателем? Я знаю специфику давления, под которым ты находишься. Я знаю конкретные отношения, которые причиняют тебе наибольший стресс, те, что истощают твой мир и поглощают твои мысли. Я знаю точную причину, по которой этому человеку было позволено оставаться в твоем окружении в течение этого периода. Это было сделано, чтобы испытать границы твоего прощения и усовершенствовать твое упование исключительно на меня. Это испытание сейчас завершается. Отделение пшеницы от плевел близко. Предвестие. Знай это, дитя мое, последняя тактика врага против тебя – это не фронтальное нападение, но подспудное разрушение надежды, замаскированное под логику. Он говорит тебе быть реалистом, управлять своими ожиданиями. Но я повелеваю тебе отвергнуть реализм и принять сверхъестественную реальность моего обетования. Благословение приходит не постепенно, оно приходит как потоп, который смывает засуху лет. В следующий раз, когда мы будем говорить, я начну открывать точную природу этого благословения и немедленные шаги, которые ты должен предпринять, чтобы полностью принять это явление. Но сначала ты должен укрепить свою приверженность доверию. Не оглядывайся на пустыню, смотри вперед на землю обетованную, которую я приготовил. Твое избавление связано с сознанием того, что я вижу тебя, я знаю твою боль, и я уже написал заключительную главу твоей победы. Оставайся сосредоточенным, оставайся исполненным ожидания и откажись позволить усталости вчерашнего дня украсть чудо завтрашнего. Я приготовляю для тебя трапезу в присутствии врагов твоих, трапезу, преисполненную изобилием и миром. Приготовь свое сердце, чтобы принять излияние. Я направил твои шаги прочь от миража временного облегчения и к абсолютной, неоспоримой реальности моего грядущего благословения. Ты услышал мое повеление отвергнуть совет человеческой логики и принять сверхъестественный поток моего обеспечения. Теперь время пассивного слушания окончено. Обетование требует ответа. Враг души вашей питается тишиной. Он шепчет, что вера – ваше личное дело, что ваше посвящение – внутреннее дело, и что борьба ваша должна оставаться сокрытой. Но я говорю вам сей день, вера, которая безмолвствует, это вера, которую легко похитить. Прорыв, который я приготовил для вас, требует активного провозглашения, свидетельства, изреченного не только мне тайно, но провозглашенного на цифровом пространстве, где сомнение стремится утвердить свою твердыню. Ваше провозглашение – это духовный знак, который подтверждает ваше законное право на явление благословения. Это межевой камень, который вы устанавливаете, провозглашая: здесь заканчивается территория врага и начинается юрисдикция Отца моего. Я знаю бремя, которое вы несете. Я знаю годы, которые вы ждали, ночи, когда вы плакали, и времена, когда вы почти отказались от веры в то, что ваше чудо когда-либо произойдет. Враг использует эту накопленную усталость, чтобы парализовать ваш голос. Он хочет, чтобы вы услышали это послание, согласились интеллектуально, а затем продолжили свой путь, не запечатав завет вашим активным участием.
Я не допущу этой пассивности. Я требую решительного действия, которое подтвердит искренность вашего сердца и глубину вашего упования на мое слово. Это не ритуальное требование, это необходимый духовный труд, подготавливающий почву для обильной жатвы, которую я посылаю. Ваше провозглашение – это ваша духовная подпись на божественном договоре изобилия. Я уже открыл вам, что благословение обеспечено. Теперь вы должны заверить меня в вашей непоколебимой преданности. Посему я повелеваю вам сейчас, избранный мой, написать ваше провозглашение в разделе комментариев ниже. Пусть ваше свидетельство вознесется как благоуханное приношение и духовное оружие против всякого демона сомнения. Выберите фразу, которая наиболее глубоко отзывается в том убеждении, которое я поместил в ваш дух. Если ваше сердце сосредоточено на настоящей реальности моей поддерживающей силы, провозгласите: звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя, звездочка, звездочка. Если ваш дух уже ликует с упреждающей благодарностью за благословение, которое уже проявилось в духовном мире, провозгласите: звездочка, звездочка, слава Богу, звездочка, звездочка. Не медлите. Не обдумывайте слишком долго это действие. В тот момент, когда вы напечатаете эти слова, вы совершаете духовный акт послушания, который снимает последнее ограничение с благословения. Вы подтверждаете, что отвергаете мирское определение реальности и принимаете божественную реальность, которую я определил для вашей жизни. Ваше упование – это валюта царства. Когда вы заявляете: «Боже, я уповаю на Тебя», вы говорите начальствам и властям тьмы, что их влияние на ваше будущее было аннулировано вашей верой. Когда вы провозглашаете «Слава Богу», вы закрываете дверь для ропота и открываете шлюзы благодарения, которая является самой атмосферой прорыва. Я наблюдаю за каждым вашим движением. Я слышу каждый ваш шепот. Но сегодня я требую возгласа публичного, письменного признания моей державной власти над вашими обстоятельствами. Это действие запечатывает завет и готовит ваш дух к масштабной духовной операции, которая вот-вот произойдет. Сделайте это сейчас, и пусть провозглашение вашей веры станет последней подготовкой, прежде чем я вмешаюсь с абсолютной державной властью. Звездочка, 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 вы сделали свое провозглашение. Вы запечатали свое упование. Теперь стойте наготове. Причина, по которой вы так долго боролись, это не просто невезение или плохое планирование. Существуют законные духовные ограничения цепи, выкованные в истории вашего рода, ограничения, наложенные произнесенными словами поражения, и духовные соглашения, которые вы унаследовали неосознанно. Это проклятие, твердыни, которые стремятся отвести реку благословения, которую я посылаю к вам. Я Бог, который освобождает плененных. Я Бог, который сокрушает железные засовы и рассекает медные цепи. Я Господь Бог ваш, и я избрал вас для избавления, а не просто для выживания. Благословение, которое я посылаю, это внезапное, обильное благословение, должно получить беспрепятственный, чистый путь в вашу жизнь. Поэтому, прежде чем оно проявится, я должен исполнить божественное, необратимое постановление об освобождении. Услышьте меня сейчас, ибо я говорю с той властью, которая призвала мироздание к бытию. Я говорю как Отец, который купил вашу свободу наивысшей ценой. Я говорю как великий Я Есмь, хранитель завета, тот, кто верен до конца. Я вижу родовые модели, которые поражали ваш дом, дух нищеты, который гарантирует, что всякий раз, когда собирается богатство, оно немедленно рассеивается, дух немощи, который передает слабость от отца к сыну, дух неудачи, который заставляет возможности ускользать из ваших рук, как только успех становится досягаемым. Я вижу злобную зависть и негативные слова, сказанные против вас теми, кто утверждал, что любит вас. Я вижу тяжелое бремя усталости, ярмо депрессии,
которая пытается убедить вас в том, что радость невозможна. Я вижу духовные цепи, обвивающие ваши финансы, ваше здоровье и ваш душевный покой. Но мое слово провозглашает, что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Галатам 3, 13-14. Свершенное дело креста устанавливает правовой прецедент для вашей полной свободы. Посему, властью, данной мне как вашему Творцу и Искупителю, я издаю сей указ для вашей жизни, для вашего дома и для вашего будущего. Звездочка, звездочка, я аннулирую проклятие предков. Звездочка, звездочка, во имя Отца и Сына и Святого Духа, я обращаюсь непосредственно к духовному наследию нужды, борьбы и ограничений, которое следовало за вашим родом. Каждая модель финансового разорения, каждый цикл разорванных отношений, каждая унаследованная немощь, которая стремилась определить вашу судьбу, я повелеваю, чтобы это было сломлено сейчас. Я разрываю духовную пуповину, которая связывает вас с неудачами прошлого. Родовое проклятие оканчивается на вас. Вы – избранная конечная точка борьбы и назначенное начало благословения. Звездочка, звездочка, я отменяю ярмо финансовых ограничений. Звездочка, звездочка, я выступаю против духа нищеты, который маскировался под обстоятельства. Я запрещаю пожирателю, который уничтожал ваши ресурсы. Я провозглашаю, что проклятие долга и нужды является незаконным в вашей жизни. Я повелеваю высвободить каждый удержанный ресурс, каждую остановленную возможность и каждую отложенную выплату. Годы, которые съела саранча, будут возвращены вам. Иаиль 2 часа 25 минут. Я провозглашаю, что вы будете головой, а не хвостом, только вверху, а не внизу. Второзаконие 28:13. Ваши руки благословенны, ваш труд плодоносен, и ваш амбар преисполнен. Звездочка, звездочка, я повелеваю отступление немощи и болезни. Звездочка, звездочка, я провозглашаю имя выше всех имен над каждым недугом в вашем физическом теле. Каждая боль, которая укоренилась, каждая немощь, которая сохранялась, и каждая болезнь, которая была объявлена медициной неизлечимой, я объявляю ее подвластной моей божественной целительной силе. Ранами моими вы исцелились. Исайя 53:5. Я повелеваю духу немощи ослабить хватку и покинуть ваш храм. Я восстанавливаю силу там, где была слабость, жизненную энергию там, где была усталость, и целостность там, где было повреждение. Ваше тело придет в соответствие с совершенством, которым я создал его обладать. Звездочка, звездочка, я сокрушаю твердыни страха и тревоги. Звездочка, звездочка, я знаю ночи, которые вы провели в борьбе с парализующим страхом, страхом перед будущим, страхом неудачи, страхом потери. Я провозглашаю, что это рабство сломлено. Я высвобождаю на вас дух здравого ума, силы и любви. 2 Тимофею 1:7. Цепи тревоги, депрессии и замешательства растворяются огнем моего присутствия. Я высвобождаю мир, превосходящий всякое человеческое разумение, утверждая его в качестве постоянного стража вашего сердца и разума. Ваш разум ясен, ваши мысли сосредоточены, и ваш дух утвержден в моем непоколебимом присутствии. Звездочка, звездочка, декретирую благословение завета. Звездочка, звездочка, где было проклятие, там будет благословение. Где была засуха, там будет наводнение. Где был позор, там будет сугубая честь. Исайя 61:7. Я декретирую, что отныне ваша жизнь будет отмечена явленной милостью Божьей. Мужи и жены будут взирать на вас и узнавать, что вы сосуд, который я благословил. Путь ваш будет освящен, решения ваши будут направляемы, а будущее ваше будет обеспечено моим неизменным обетованием. Звездочка, звездочка, будьте свободны. Будьте освобождены. Будьте благословенны. Звездочка, звездочка, это не временная отсрочка. Это божественное,
окончательное прекращение всякого законного права, которое враг имел над вашей жизнью. Когда придет благословение, оно не будет осквернено остатками прошлого. Оно будет чистым, незапятнанным и долговременным. Теперь поднимите руки, где бы вы ни находились. Примите этот декрет не как исполненная надежда пожелание, но как свершившийся факт. Примите власть моего слова, которое изошло и не возвратится ко мне тщетным, но исполнит то, что мне угодно, и совершит то, для чего я послал его. Исайя 55:11. Вы освобождены из плена истории. Вы свободны от тирании обстоятельств. Вы выходите из тени проклятия и вступаете в славный свет благословения. Авраама. Не оглядывайтесь на разорванные цепи, смотрите вперед на изливание. Духовная война завершена. Почва расчищена. Явление неминуемо. Каждое препятствие, стоявшее между вами и этим внезапным благословением, разрушено моей суверенной силой. Оставайтесь в этой позиции принятия. Не позволяйте сомнению вновь закрасться после этого провозглашения свободы. Враг попытается совершить последнюю атаку замешательства, но вы должны твердо стоять на истине, что проклятие сломлено, и благословение уже в пути, гарантированное самой властью живого Бога. В следующий раз, когда мы встретимся, я открою окончательные, точные детали этого внезапного благословения и шаги, необходимые для сохранения этой новоустановленной свободы и изобилия. Приготовьте свое сердце не просто к принятию, но к управлению и умножению того невероятного изливания, которое я посылаю. Ваш сезон нужды завершен. Ваш сезон переизбытка начинается сейчас. Доверьтесь мне, ибо я совершил могущественное дело в вашей жизни в этот самый час. Это час перехода, мой избранный. Время ожидания в тени прекратилось. Вы претерпели очищение, вы твердо стояли против натиска, и теперь почва готова для жатвы. Я провозгласил вашу свободу, я разрушил структуры нужды и повелел небесам открыться. Ваша позиция должна теперь сместиться от терпения к принятию, от войны к попечительству. Я говорю вам сейчас об управлении тем изобилием, которое я посылаю, ибо благословение, которое я дарую, это не просто минутное облегчение, это основание для новой жизни, нового наследия и нового измерения веры. Приготовьте свою душу, чтобы выдержать бремя славы. Я вижу колебания в вашем духе, затяжной вопрос о том, действительно ли это изливание предназначено для вас. Немедленно заглушите этот голос сомнения. Я – Бог Завета, и мои обетования непреложны. То, что я изрек в этот час, непременно сбудется. Не позволяйте памяти о прошлых неудачах или величию вашей нынешней нужды умалить реальность моей безграничной способности избавлять. Я не просто наполняю вашу чашу, я заставляю ее переливаться, именно для того, чтобы вы стали каналом, а не просто водохранилищем. Ваше попечительство над этим внезапным благословением – это последнее испытание вашей верности. Поймите этот принцип: благословение – это доверие, божественное поручение. Оно дано не только для вашего утешения, но и для расширения моего царства. Когда придет изобилие, будь то финансовое обеспечение, глубокий мир, восстановленное здоровье или ясность цели, вы должны распоряжаться им с мудростью и благоговением. Я призываю тебя к дисциплине верного домостроителя. Это требует бдительности в 3 основополагающих сферах бытия. Во-первых, попечение о твоем времени. Благословение принесет новые возможности, и эти возможности потребуют твоего сосредоточения. Не расточай часов, которые я искупил для тебя, на пустяковые занятия или бесплодные тревоги. Посвяти мне первенцы твоего дня для общения со мной. Пусть твое время будет структурировано намерением, а не просто реакцией. Мир, который я посылаю,
освободить тебя от лихорадочной спешки необходимости. Используй эту свободу, чтобы углубить свои корни в моем слове. Эта постоянная практика является духовным ограждением, которое не позволяет процветанию привести к духовному самодовольству. Я желаю твоей верности в малых мгновениях, ибо они складываются в жизнь, посвященную моей цели. Во-вторых, попечение о твоих ресурсах. Проявится ли благословение как материальное богатство или как неожиданное обеспечение, помни о его источнике. Оно изошло из моей руки, а не только от усилий человека. Почти меня первым и лучшим из того, что ты получаешь. Этот акт почтения не налог, это признание моего суверенитета и активация божественного закона умножения. Я требую щедрости не из нужды, но потому что щедрость – это чистейшее выражение любви, которую я излил в тебя. Пусть твои руки будут открыты для нужд других, ибо какой мерой ты меришь, такой же мерой будет отмерено и тебе, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Не копи благословений из страха перед будущей нуждой. Этот страх – пережиток того времени, которое я только что завершил. Уповай на непрерывный поток моего обеспечения. В-третьих, попечение о твоем влиянии. Проявление этого неожиданного благословения возвысит твое положение. Другие увидят неоспоримое изменение в твоих обстоятельствах, мир в твоем поведении и благоволение в твоих начинаниях. Они спросят об источнике этого преображения. Это твой момент свидетельства. Используй свой голос, используй свою платформу, используй свою жизнь как живое послание, свидетельствуя о моей силе и моей благости. Не прячь свет, который я зажег в тебе, под сосудом ложного смирения или страха осуждения. Пусть твой свет сияет ярко, чтобы другие увидели твои добрые дела и прославили Отца твоего Небесного. Твоя история избавления и обеспечения – это ключ, который откроет веру в ком-то другом. Я знаю, что враг, хотя и побежден, остается бдительным. Когда благословение проявится, он попытается совершить один последний коварный маневр – нападение самодовольства. Он будет шептать, что ты заслужил этот мир, что тебе больше не требуется напряженная дисциплина молитвы и бдения, которая поддерживала тебя во время брани. Это смертельный обман. Благословение – это не уход на покой от духовной битвы, это приобретение превосходного оружия. Ты должен оставаться облеченным во всеоружие Божие не для защиты от грядущих нападений, но из благодарности за уже одержанную победу. Больше всего храни свое сердце, ибо из него источники жизни. Храни его от гордыни, которая приписывает мою славу твоим собственным усилиям. Храни его от чувства превосходства, которое забывает благодать, избавившую тебя. Храни его от зависти, которая сравнивает благословение, данное мной тебе, с долей, данной мной твоему ближнему. Твое благословение уникально, оно приспособлено к твоему особому призванию и возможностям. Радуйся тому, что я совершил для тебя, и позволь моему миру господствовать в твоем сердце. Я утвердил тебя в этой свободе. Я обеспечил твое будущее. Я высвободил изобилие. Теперь я требую твоего провозглашения принятия. Звездочка, звездочка, я повелеваю тебе сейчас, открой свои уста и провозгласи свое принятие, звездочка, звездочка. Пауза для размышления и комментирования. Призываю тебя, сын мой, дочь моя, скрепить сей момент провозглашения. Немедленно перейди в комментарии ниже и напиши: звездочка, звездочка, я принимаю мое неожиданное благословение, и я есть верный управитель. Звездочка, звездочка, пусть сие провозглашение станет неизгладимым знаком сего заветного момента, свидетельством, записанным в цифровых свитках, видимым всем, ищущим истину мою. Да будет вера твоя публичной, громкой и бескомпромиссной. Я стою на страже врат жизни твоей. Очи мои никогда не дремлют, уши мои никогда не закрыты для вопли детей моих.
Я вижу путь впереди и уже устранил преграды, которые еще не явились твоему естественному взору. Не бойся будущего, ибо я – архитектор судьбы твоей. Каждая деталь жизни твоей известна мне, от числа волос на голове твоей до точного времени твоей победы. Ныне я высвобождаю в жизнь твою дух развлечения, дабы ты мог распознать благословение, когда оно придет, даже если оно явится в форме, которую ты не ожидал. Порой благословение маскируется под необходимое завершение, трудное решение или момент ясности, требующий болезненного отделения от того, что сдерживало тебя. Прими каждый дар, который я посылаю, ибо каждый дар предназначен для твоего наивысшего блага и вечного процветания. Я устанавливаю свою божественную защиту вокруг тебя, ограду из огня, которую не сможет пронзить ни один враг. Эта защита простирается на разум твой, ограждая тебя от стрел беспокойства и смятения. Она простирается на тело твое, укрепляя тебя против болезней и немощи. Она простирается на дом твой, устанавливая мир там, где были раздоры, и единство там, где было разделение. Я – Господь, который исцеляет тебя, Господь, который обеспечивает тебя, и Господь, который сражается за тебя. Покойся в этой уверенности. Ты не одинок на этом пути изобилия. Ты – часть великой семьи, общины веры, ходящей во свете истины моей. Ныне я повелеваю тебе, звездочка, звездочка, не держи это послание надежды и избавления при себе, звездочка, звездочка, свет должен распространяться. Если это послание укрепило твою веру, если оно приготовило сердце твое к излиянию, то ты уполномочен поделиться им, поделись этим видео с теми, кто все еще борется во мраке сомнения и страха. Стань вестником благой вести. Пусть твое распространение станет актом поклонения, продолжением рук моих, простертых к утомленным. Более того, я призываю тебя к более глубокому посвящению в общение истины. Чтобы оставаться на связи с этим потоком откровения, чтобы не пропустить конкретные детали явления, которые скоро будут открыты, ты должен оставаться в лоне. Звездочка, звездочка, подпишись на этот канал сейчас же. Звездочка, звездочка, нажми на колокольчик уведомлений, чтобы мой голос был первым голосом, который ты услышишь, когда будет выпущено следующее послание наставления и ободрения. Не рискуй позволить шуму мира заглушить ясный сигнал моего руководства. А тех, кого я призвал к более высокому уровню заветного партнерства, тех, чьи сердца горят желанием видеть, как это служение процветает и достигает каждого уголка земли, я приглашаю выступить вперед. Звездочка, звездочка, подумай о том, чтобы стать участником этого канала. Звездочка, звездочка, твое посвящение укрепляет основания, позволяя неустанному потоку истины моей продолжаться без помех. Поддерживать работу царства значит инвестировать непосредственно в вечные награды. Это значит обеспечить, чтобы свет продолжал гореть для всех, ищущих убежища. Я призываю тебя ходить в новом измерении веры, которая доверяет мне не только для выживания, но для избытка, веры, которая доверяет мне не только для спасения, но для царственности. Я благословляю тебя сейчас способностью принимать и мудростью управлять. Да установит мир, превосходящий всякое разумение, свое постоянное пребывание в сердце твоем. Да будут шаги твои направляемы мудростью моей, уводя тебя от всякой западни и ведя к каждой возможности, которую я приготовил. Да будут руки твои помазаны для плодотворности, преобразуя всякое усилие в монументальный успех, чтящий имя мое. Да будет твой язык освящен для истины, провозглашая жизнь и благословение во всякую ситуацию, с которой ты сталкиваешься. Да будет искуплен твой родовой поток, разрывая циклы нищеты, болезней и духовного рабства, которые терзали тех, кто был до тебя. Я провозглашаю, что ты страж этого поколения, учреждающий новое наследие благословения и господства для твоих потомков. Я высвобождаю божественное благоволение на твои финансы, преобразуя твою нужду в избыток, твой долг в свободу, а твою тревогу в обильное свидетельство. Всякое семя, посеянное тобой в слезах,
ныне принесет урожай радости. Я высвобождаю божественное здравие в твое тело, восстанавливая то, что украли годы, и укрепляя твой стан против будущих страданий. Ходи в жизненной силе, ибо твое тело есть храм Духа Святого. Я высвобождаю божественное упорядочение в твои взаимоотношения, удаляя тех, кто стремится помешать твоей цели, и приближая тех, кто предназначен возвысить твою судьбу. Да будет твой дом святилищем любви и крепостью веры. Я положил мою печать на тебя. Ты под присмотром, ты защищен, и ты в высшей степени благословен. Не оглядывайся на время борьбы. Не позволяй страху парализовать твои шаги. Проявление неизбежно. Приготовь свое сердце, чтобы управлять избытком. Я остаюсь с тобой ныне и всегда. Доверяй мне, повинуйся мне и наблюдай, как невозможное становится твоей новой реальностью. Иди вперед в силе и ожидании.